Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Стрелец. Второй прогноз, цыганский старинный пасьянс. Что случится, что произойдет до конца зимы? Давайте с вами узнаем. Период январь и до конца февраля. Как прояснится ваше дело? Решится ли ваш задуманный вопрос? И в целом, что же изменится? И мы с вами на картах Таро будем рассматривать по основным сферам жизни, а это у нас личная жизнь, финансы и работа, сфера ваших достижений, у кого-то учеба, у кого-то документы, рассматривать с двух позиций. Что есть прямо сейчас, а что изменится до конца зимы. Но вначале карты старинного цыганского пасьянса пусть расскажут, какие события вас ожидают, что на пороге, наверное, каких событий вы стоите, или какие события будут определять конфигурацию или решение каких-то важных тем в вашей жизни до конца зимы. Может быть и важные решения, когда вам их придется принимать в той или иной сфере жизни. Итак, давайте будем смотреть, что нам будут карты рассказывать. Смотрю я, смотрите и вы. Вот сердце выпадает, а это у нас любовь, личная жизнь, не на последнем месте. Конечно, это по-разному может быть, но в основном сердце это все-таки сугубо что-то личное, приватное, скажем, да. Это не имеется в виду какая-то безусловная любовь. Нет, это дела сердечные. И, конечно, тут у каждого по-своему может быть. Могут быть и наши близкие, родные, которых мы любим. Но ведь основной-то где-то смысл, когда либо вы можете чьего-либо сердца добиваться, вот и такой вот смысл есть, или вашего сердца кто-то добивается, почему нет? Да, правда, добивается, могу сказать. Смотрим, что еще. Единственный момент, смотрите. Совпадает змея. Змея – это всегда мы ассоциируем обман или какой-то человек, который может нам говорить что-то одно, транслировать, да, а задумал что-то другое. Вам нужно быть осторожными. У нас пока хозяйка года змея. Вот включайте смелый змеиный режим. Где-то лучше, знаете, как посомневаться. Посомневаться, подумать. И даже если вам кто-то что-то хорошее говорит, ведь это классный способ усыпить нашу бдительность. Поэтому, если нам даже что-то приятно слышать, это не значит, что мы начинаем какое-то самокопание. Но такой альтернативный вопрос себе задать, а зачем это человеку нужно? Но поэтому где-то и карта вам может, как значение точнее, да, в этом пасьянсе может говорить, будь внимателен, стрелец, потому что тут больше анализировать и наблюдать в целом нужно. Может быть, и чего-то не упустить. Смотрите, у вас же солнышко. Конечно, солнце – это всегда ясность, но, видимо, и вам придется с чем-то определяться. Вполне вероятно, предпосылки для этого будут, чтобы завершить какое-то ожидание. Вы с чем-то вынуждены будете определиться однозначно. Тут не будет, вот, может быть, в каком-то вопросе, в теме, и вот буквально подряд, да, так карты ложатся, что тема финансов для кого-то может стать. Проясняется какая-то история финансовая, по которой вы очень долгое время, ну, либо вы чего-то ждали, может быть, разрешение того или иного вопроса вы ждали. И здесь тогда точно, вот и змея, пусть она так чуть-чуть выше выпала, а вот какие-то продуманные действия. Вы люди, которые, знаете, Стрелец, ведь ваша планета управитель Юпитер, это провластная планета. Среди вас есть много благородных людей, тех людей, которые, ну вот да, человек слова, или вы думаете, вот что так порядочно, вот так вот правильно, но ведь это не исключает разных персонажей, которые вокруг вас, а другой думает не так. Вы из благородных побуждений, а другой из корысти. Вот, может быть, поэтому эта змея так немножко напоминает. Давай-ка ты так, стрелец, береги себя. Потому что, знаете, чтобы не было каких-то тревог, вот скрещенные мечи, это не есть что-то материальное, а это больше как раз где-то самоедство, так и хочется сказать, потому что, а получится, а не получится, а так я сделал или не так, или, а почему вот так человек поступил? Нет, и тут нужно делать вывод. Зачем мне это было нужно? Может быть, и выводы по некоторым персонажам. У вас на кону исполнение желаний. Корабль. В этом пасьянсе именно исполнение желания. Есть еще у нас желаний полное,
Это у нас колчан со стрелами, но он уже так, я вижу, не совпал. Но тем не менее, у кого-то исполнение желаний по важным документам, каким-то согласованием, может быть, и походом по каким-то инстанциям. И я, кстати, не исключаю у кого-то смена статуса, ну, может быть, не буквально именно через личную жизнь и не буквально до конца зимы, но вы задумаетесь об этом. У кого-то это может быть как важное сообщение, но больше я трактую именно как документ с сургучной печатью. Хотя, конечно, допускаю иногда это важный разговор или какая-то важная встреча тоже, да, когда совместное решение люди принимают. Но любовь, опять же, роза– это любовь. Может быть, и переживания по части личной жизни. Ну вот много эмоций, понимаете, причем тех эмоций, которые вам приносят люди. Все-таки вот эта змея, я такое могу допустить. И где-то вот эта развилка или вилка, когда вот, то есть вот что-то такое, как противостояние или что-то противоположное, оно может быть основано на том, как представляете это вы, что правильно и хорошо, ну и какие-то там мысли, формы у конкретных людей. Вам нужно быть на своей волне, не дать себе помешать, вот понимаете? Поэтому, с одной стороны, предупрежден, вооружен, может быть, и мелкий какой-то будет вопрос, но у вас-то на кону солнце, правильное направление. Не дать себя сбить вот с этого толку. Причем тут же и по финансам какая-то тема решается. Тут что-то как исполнение желаний. Или, может быть, важный документ, который вы получаете, это тоже своего рода как старт в будущее. У вас много таких очень добрых значений. И если вот мы как будто прояснили и выбрали это направление правильно, вам будет нравиться чем-то заниматься, и эта траектория на 6-8 месяцев. Смотрю, что мы можем еще соединить. Крайние ряды мы можем соединить в пасьянсе. Но я не вижу больше совпадений для вас, правда. Давайте пойдем дальше. И вот каждую позицию, каждую сферу жизни разберем, что есть сейчас и что будет меняться до конца зимы. И первое– это у нас личная жизнь, что есть прямо сейчас, или, может быть, через пару дней, со дня на день, или это где-то днями раньше, но это какой-то статус на сегодняшний день. И как изменится жизнь, да, вот что будет меняться до конца зимы. Сфера финансов– это что есть прямо сейчас, и опять же, что изменится до конца зимы. Ну и ваши задумки, достижения, планы, работа, карьера, учеба у кого что прямо сейчас и что изменится до конца зимы. Давайте будем узнавать, что ж тут про личную жизнь. Ну вот тут какой-то застой у вас должен закончиться. Правда, тут какое-то ожидание, да? Может быть, ожидание бумаги, ожидание соглашений, ожидание встречи, каких-то контактов. Или это часто связано, но все-таки личная жизнь явно присутствует. И, может быть, вопросы именно связанные с жильем. То есть вот если сейчас у вас буквально, ну, какой-то период паузы или период какой-то неопределенности, давайте откроем. А что изменится? По пажу мечей, вот именно паж мечей. Обратите внимание, наш молодой человек очень сосредоточенный. Он как будто себя сконцентрировал на чем-то. Он готов менять направление. То есть, да, и так вот в руках он держит свой меч. И причем, смотрите, две птицы. Будет много информации, приготовьтесь к этому. Но это не есть какое-то противоречие. Птицы смело сидят на острие вот этого меча. Значит, будьте внимательны к информации тоже. Может быть, вы будете отделять что-то зерна от плевел, да? Мы говорим все-таки змея. Но разного рода информацию нужно умело с ней работать. У нас сейчас такой период, что мы можем слышать вот совершенно что-то противоположное. Будут и какие-то фейковые информационные потоки, поэтому доверяй, но проверяй. Неважно, откуда они исходят. Или сорока на хвосте буквально принесла. Или этому можно доверять. Но, видимо, анализировать придется. Нет, тут ни разу нам не говорят о том, что мы расслабились и всему доверяем. Вполне вероятно, что даже благодаря этому вы что-то заранее будете знать. Или как услышите какую-то преамбулу, а потом так проанализируете, сумеете что-то просчитать. Поэтому тут какой-то застой у вас заканчивается. Ну, давайте промежуточные карты. Что же, как вот какой процесс будет меняться с января по февраль в личной жизни? Королю Пентаклей, консерватор у нас тут выпадает. Кстати, очень часто
именно про супругов или про партнеров по браку, и неважно, что у нас король, да. Это сам по себе символ человека или архетип человека, который сделал из себя сам, да, где-то консерватизм. Но это те люди, они достаточно выносливые, они много работают, они очень целеустремленные. С вдохновением тут вот как-то не идет. У короля Пентаклей, да, у королевы вот как раз и вдохновение, она умеет соединить это. Может быть, это и ваши такие энергии, вот именно теперь. Они вам как будто и необходимы. Тут на кону деньги. А для кого-то из вас какая-то зависшая история денежная. Может быть, она будет связана и с домом, а может быть, у кого-то и кредиты или банковская какая-то история. Но как же это будет развиваться, что это будет меняться? Вообще-то пара. Король Пентаклей и императрица. Мои дорогие девочки, это вы. Может быть, это правда ваш партнер по браку. Для тех, у кого это актуально, у кого семья или у кого есть партнерские отношения. И вот смотрите, тогда, может быть, такое нашла коса на камень. Потому что вот очень символично повешенный. Сложно менять что-то королю Пентаклей. Мы с вами об этом сказали. Консерватизм мешает. А императрица, она и надеется сама на себя. Она и более такая лояльная. Она умеет сгладить острые углы. Она умеет правильно владеть вот этой дипломатией и при этом не теряя ни самообладания, ни своих интересов. И вполне вероятно, вы как будто, да, вот мои дорогие девочки, вы очень ресурсны. Может быть, на этот период вы ресурсны более, чем ваш партнер по браку. Я такое могу предположить. И вполне вероятно, плодовитый у нас говорят, так по значениям по всем прописано практически в каждой колоде. Императрица, как и в буквальном смысле, и для кого-то сообразно по возрасту поставленным целям это ожидание ребенка, либо забота о детях. Тут все вместе для императрицы, все важное, все то, что она любит, все то, что ей дорого. Но есть какая-то тема межличностная, где вы видите совершенно по-другому. Вы уже готовы как от чего-то отказаться. Ну, а судя по партнеру, у вас и не там. Мои дорогие мужчины, это ваша любимая женщина, может быть. Или какая-то очень важная женщина в вашей жизни. Может быть, это даже, но тут у каждого будет по-разному. Вполне вероятно, это какая-то история, к примеру, когда, ну, вы, может быть, отношения на паузе. И один и второй ждет, когда кто-то первый объявится. Но тут надо подумать. Не могу я сказать с учетом этих карт, что императрица готова. Она не будет первой объявляться, это факт. Вам тогда нужно, скорее всего, самим будет действовать. Вот, это точно, чтобы не потерять какую-то возможность. Потому что тут скорее императрица готова делать выборы и идти дальше. Или выводы делать, это точно, железно. Для кого-то из вас, мои дорогие, здесь все-таки я вижу возможность именно договориться. Тут собственное восприятие нужно менять. А для тех, кто один или одна, ну, факт, тогда карты будут говорить. Если ты более, ну, где-то лоялен или лояльна, есть возможность как-то исправить, чтобы жизнь лично заиграла разными красками. Но тогда нам себя приходится менять. Вполне вероятно, вот плодовитость императрицы для кого-то из вас – будет означать, это ведь не только буквально, а на планы, на какие-то наши устремления, на цели, да, или пусть это как идея, какой-то инсайт, который мы хотим воплотить в жизнь. Скорее всего, этим придется заниматься, причем в одиночку. Но давайте какое-то связующее звено, потому что почти персональные карты. Пятерка жезлов, отсутствие взаимопонимания, информационный хаос или какие-то, знаете, третьи лица, которые мешают, или третьи лица, которые пытаются оказывать влияние. Больше я вижу влияние тут могут оказывать именно на короля, то есть где-то ну, это мужская, может быть, половина человечества, да, потому что каким-то образом, значит, если кто-то, и с учетом змеи, как третьи силы, третьи какие-то лица, советчики, или которые, знаете, вам, опять же, если мы говорим об информации, может быть, и специально кто-то тень на плетень, как яблоко раздора между вами бросает. Мои дорогие мужчины, вот подумайте, проанализируйте, ведь не первая карта об этом говорит. Об этом даже про личную жизнь, и рядом змея, нам сказали карты пасьянса, потому что по пятерке жезлов здесь будет каждый делать выводы. Поэтому
И двое, в общем-то, сильных людей нам показано, поэтому сумеем договориться или нет, это для тех, кто в сложных отношениях. А ведь можно договориться, посмотрите. Тройка жезлов — это вот как будто сейчас что-то определяется. До конца зимы формируется какая-то, ну, как невидимая субстанция. Мы вместе или каждый порознь. У кого-то это может быть актуально, поэтому я должна это озвучить. Я могу сказать, что прекрасно карты проигрываются, когда мы готовы внести ясность. И даже если были какие-то неувязки, или они были связаны с какими-то слухами, с третьими людьми, но наступает время провести важные разговоры, глядя друг другу в глаза, и тогда будущее практически вы уберете все то наносное или то ненужное, дестабилизирующее, что вам мешает вашей паре буквально. И будущее, оно имеет место быть. А для кого-то я вполне вероятно такое могу допустить. Кто-то будет осваивать новый навык, ресурс, развивать творчество, вдохновение именно потому, что вам нужно как дополнительный доход, может быть, доход на дому. Вот такое тоже может проиграться с учетом и направления, и застоя, может быть, это по части финансов, как дополнительный доход, который именно из дома или из любой точки мира кто-то будет и планировать по тройке жезлов. Планировать, как переезд. Такое тоже могу допустить. И от этого это именно на вашу личность влияет, одновременно и на личную жизнь. Не исключаю, что кто-то может учиться или обучаться, да. Пусть это курсы или какая-то новая общность людей по интересам. Там тоже может состояться такое поначалу дружеское знакомство. Но, тем не менее, продолжение все равно может быть. Ладно, что ж там по финансам прямо сейчас? Королева жезлов, по сути, это как раз люди — это вы, которые рождены под знаком зодиака стихии огня. Овен, лев, стрелец или, ну, может быть, кто-то, да, как есть контактное лицо или партнер, или это по асценденту. Что отличает королеву жезлов? Она правильно, опять же, работает с информацией, я сегодня не единожды об этом говорю, и правильно распоряжается деньгами. И к чему это все придет, что изменится? Посмотрите, по финансам, правда, какой-то прорыв. А промежуточное состояние. Потому что, по сути дела, это какая-то ваша задумка. Так вот мне и хочется сказать. Шанс какой-то, посмотрите. Даже не достаю. Именно шанс. Назовите возможность. Пусть это такое заезженное несколько слова, но два туза, причем в такой конфигурации. И туз пентаклей, и туз кубков. И эмоции, да, причем радостные. И одновременно материальный мир. Причем туз пентаклей — это как семечко, которое мы будущих наших побед садим в землю в надежде денежное дерево получить. Именно мы на финансы смотрим, и пентаклевая карта и говорит, что здесь какое-то новое начало. Может быть, это у кого-то совпадает с новой работой, с новой должностью. И где-то ведь королева жезлов — это бизнес-вумен. Мои дорогие девочки, но у вас явно какая-то сильная позиция, более сильнее мужчины и без обид. Хотя, может быть, вот, кстати, на финансы ваша женщина более и плодовита окажется именно на какие-то темы, на инсайты, на то, что вот она видит. А давай мы что-то с тобой начнем. Или, может быть, семейный бизнес, ну, имеется в виду в паре. Вот вы прислушиваетесь, правда, тут могут быть какие-то очень даже ценные мысли, которые имеют место быть в реальной жизни, потому что какой-то прогресс может быть, потому как, смотрите, совпадают именно мир материальный и мир эмоциональный, да, вот в этих двух тузах. Конечно, вам придется постоянно анализировать и предвидеть на пару шагов вперед. Анализировать то, что в моменте здесь и сейчас, не без этого. Причем это делать в каких-то более мудрых, а может быть и хитрых энергиях. Вот это лучезарная дельта или глаз. Это именно умение слушать свою интуицию или что-то просчитать. Но оно того стоит. Кубок переполняется амброзией, а рыбы, колода Чаромаркетти очень красивый нам прорисовал, туз кубков. Рыбы — это как богатый улов, это именно получение денег, это где-то рост, может быть, и финансовых доходов. Пусть он такой постепенный, планомерный, с учетом туза пентаклей, но есть ради чего стараться. А также рыбы могут означать переезд. Переезд или планируемое какое-то путешествие, поездку. Сами по себе, да, знак рыбы, две рыбы, плывущие в разные стороны. Ваши достижения, работа. А вот тут может быть действительно у вас как не одна работа, а две. Или когда есть одна,
какая-то номинация, откуда вы получаете денег, и вторичный доход, дополнительный доход. Может быть, это по этой карте не только 2 работы, а когда и вы сами с чем-то будете определяться. Для кого-то так. Чему я отдам предпочтение? Может быть, где-то и усталость, может быть, и раньше вы, допустим, да, была дополнительная работа именно, которая, ну, вам какие-то денежки приносила, но это считалось не основное. Тут может быть и смена конфигурации, когда тут это будет основное. А то, что было до этого момента стабильно, ну, оно останется, но вы уже именно как запасной аэродром это заставите, но уделять внимание будете чему-то другому. Вот здесь может быть выбор, вот это да. У кого-то именно по части либо работы, но может быть у кого-то и куда тратить деньги все же. Ну, мы все разные. Может быть, это какая-то прежняя история, с которой, кстати, вы тоже будете определяться. Иногда мы говорим, как третий лишний. Может быть, и третья работа лишняя, а 2 нормально. А может быть, это и касается человека, когда он тоже придется с чем-то определиться. И тут ведь по-разному, пусть это на достижение, но если какие-то гештальты в прошлой жизни мы не закрыли, скорее всего, для вас, для кого-то из вас тоже будет своего рода достижением, когда вы как-то правильно расставите все точки над «и». И что изменится? Но правда, тут как будто в личной жизни какие-то перемены у вас должны произойти. Да. Может быть, много людей будет вокруг вас, приготовьтесь к этому. И у нас выпадает 2 короля, когда 2 короля выпадает, это, знаете, как и людей много, так и согласований в каких-то инстанциях. Все же короли часто именно людей, которые, ну, как официальное лицо. И поэтому явно вот этот конверт может и говорить о том, что в той или иной мере каждый из вас будет какие-то документы либо готовить, либо оформлять, либо что-то переписывать, что-то пересматривать. Ну, может быть, это и договоры, и соглашения, контракты. Может быть, контракты брачные, у кого-то контракты, ой, у кого-то, правда, брачные, вот или что-то такое, пересмотр. У кого-то это и рабочие, да. Но, видимо, уделяйте больше внимания, когда вы что-то подписываете, потому что, опять же, вот змея. Здесь вот нельзя, мои дорогие, до конца зимы сделать что-то так, на авось. Сказать: «Ну, я потом разберусь». Нужно разбираться на берегу. Возможности есть. Но вот это все должно быть, наверное, вот как по лучезарной дельте для вас с каким-то прогрессом. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые стрельцы. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за вашу помощь, поддержку, душевные комментарии, мои дорогие. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, смотрите меня на телеграм-канале, там я собираю контент, весь мой контент, и сайт, и канал YouTube. Ну, так и есть. Периодически то, чего вообще нет нигде, да. И я буду вам искренне рада. Переходите, подписывайтесь и читайте мои публикации тоже. А я вас люблю, и вы будьте счастливы. Будьте любимы всегда. И к этому у вас есть 1000 вариантов и предпосылок до конца зимы.